Салют, на канале Майк Шоу, с вами Майк Орион, и в этом видеоролике мы разберем сюжет новой части Человека-паука. Приятного просмотра. Сюжет начинается с предыстории. 2 года назад от основных событий игры. Гарри страдает смертельным заболеванием, его отец, мистер Осборн, передает ему симбионта. Гарри оказывается на долгие годы в цистерне, где он проходит лечение. Начинается основной сюжет игры. Питер Паркер устраивается на работу учителем физики в школу, где учится второй Человек-паук Майлз Моралес. Идет первый рабочий день главного героя. Но Майлз обнаруживает, что песочный человек начал разрушать город. Он просит Питера пойти с ним, чтобы остановить злодея. Главные герои побеждают злодея, но необходимо восстановить линии электропередач и добить преступников, которые начали орудовать в городе. Появляются новые фрагменты истории 6 месяцев назад. Новым антагонистом игры становится Крейвен, который убивает Сергея в джунглях. Питера увольняют, так как он ушел с работы и не был с детьми, когда была эвакуация. Майлз уходит со своими друзьями, немой подругой Хейли и программистом Ганке. У Питера появляется девушка МJ, которая работает в журнальном агентстве. Они вместе идут домой. Питер предается воспоминаниями о своей тете. Затем они встречают Гарри, который выздоровел. Они обнимаются и обмениваются любезностями. МJ уезжает на мотоцикле, а Гарри и Питер катаются на велосипедах, вспоминая детство. Они доезжают до школы и проникают в нее. В спортивном зале они кидают баскетбольные мячи в корзину. Питер вспоминает, как они когда-то проникали в школу, так как хулиганы сломали компьютер, на котором был проект. А данные проекта по учебе еще остались на флешке, которая лежала в шкафчике. Но их не пускали в школу, поэтому они решили проникнуть в нее. Они разделяют. Питер использует способности Человека-паука, чтобы пройти мимо охранника, ходя по потолку. Он достает флешку, и они встречаются в спортивном зале. Они понимают, что сейчас придет охранник в зал. В момент бегства Питер теряет флешку, Питер прячется на потолке зала, а Гарри убегает, так как у него есть план, как отвлечь охрану. Питер отвлекает полицию и забирает флешку. Гарри заходит в кабинет директора и включает микрофон. Это отвлекает полицию, и Питер выходит наружу. Там он встречает Гарри. Вместе они идут по спортивной площадке, но рядом с ними садится вертолет. Это оказывается отец Гарри, что его мать мертва. Затем воспоминания заканчиваются, охранник начинает гнаться за ними, но они убегают, как и в детстве. Затем Питер и Гарри каждый уходит по своим делам. Два Человека-паука сопровождают конвой с преступниками, но на них нападают прислужники Крейвена. Им удается похитить Скорпиона и Мистера Негатива. По сюжету, Мистер Негатив убил отца Майлза. Питер устраивается работать ученым в компанию Осборна. Питер отправляется выслеживать банду Крейвена. Затем он обнаруживает одно из логов злодея. По камерам главный герой видит, что Скорпион выбрался из клетки, а Крейвен заметил это. Скорпион нападает на злодея, но у него ничего не выходит. Крейвен ломает жало и втыкает его в Скорпиона. Тот погибает. Питер понимает, что Крейвен не собирает команду злодеев, он на них охотится. В этот момент Майлз разговаривает с мамой о бытовых вещах. Майлз идет по следам черной кошки. Она получила посох, с помощью которого можно перемещаться через порталы. Он ее ловит и просит отдать артефакт. Кошка отдает артефакт, но требует оказать ей услугу, а именно создать портал в Париж, ведь там ее подруга в беде. Они вместе отбиваются от приспешников Крейвена, и кошка отправляется в Париж. Паук уничтожает артефакт. Майлз вместе с друзьями идут в парк развлечений. Майлз идет в комнату иллюзий, но она ломается, и главный герой приходится сражаться с бунтовавшимися голограммами. Питер тоже отдыхает со своей подругой, но идиллию прерывают приспешники Крейвена. Питер побеждает всех совместно с Гарри, так как Гарри приобрел сверхъестественную силу. Он рассказывает, что эту силу дало ему лечение. Вместе они возвращаются в офис отца, они обсуждают происходящее. Отец Гарри спрашивает, где доктор Коннорс, оказывается, его похитил Крейвен. Гарри и Питер проникают на завод, где спасают одного из бывших злодеев по имени Надгробие. И они вместе убегают из разрушенного завода. После идет сюжетная ветка с Майлзом. Он общается с матерью, а затем останавливает грабителей, которые украли игральные инструменты у одного из музыкальных фондов. МJ сообщает всем паукам, что доктора Коннорса похитили. Сама она уезжает в логово Крейвена, проникая в машину злодеев. Она устраняет многих охранников и узнает из записок, что Крейвен охотится на злодеев, как на животных. Она пытается отправить сигнал своим друзьям. Проникая в клетку с доктором Коннорсом, МJ встречает Крейвена. Он вкалывает вещество, которое превращает доктора в ящера. Но два Человека-паука приходят на помощь вместе с Гарри. Они побеждают, но Питер смертельно ранен, а доктор сбегает. Гарри передает свой костюм Питеру, и тот сразу же восстанавливает. Питер пытается передать костюм назад, но ничего не выходит. Чтобы вернуть костюм, они должны найти доктора. Питер проникает в здание, где расположен Крейвен. Путь ему преграждает тигр. Он дает животному мясо со снотворным. Из записок и лекарств на столе мы понимаем, что Крейвен болен смертельным заболеванием, и он расположен в церкви. Питер забирает сыворотку у Крейвена, но тот понимает слабость Питера, а именно звук на определенной частоте, который ослабляет костюм. Но на сыворотке стоит маячок, поэтому Крейвен заранее знает, куда они уйдут с этой сывороткой. Они создают из этой сыворотки уже полноценную сыворотку, которая поможет вылечить Коннорса. Но происходит авария. У них получается
получается все починить и потушить. Но в этот момент, по иронии судьбы, на них нападают приспешники Крейвена. Они отбиваются, затем Питер следует по следам доктора и попадает в его дом. Там доктор хотел вылечиться, но у него ничего не вышло, и он превратился в ящера. Затем на Питера нападают приспешники Крейвена, он их побеждает, после он вместе с Майлзом уничтожает вертолет. Питер отправляется в канализацию в логово ящера, у Человека-паука есть антидот, ящер сбегает, Питер преследует его. Крейвен стреляет в ящера, и тот падает вместе с Человеком-пауком. Питер побеждает его и вкалывает антидот. Доктор показывает камень, Питер касается его, и у него появляются воспоминания, в которых он понимает, что костюм — это инопланетянин под названием Симбионт. В воспоминаниях Симбиот хотел вселиться в доктора Коннорса, но у него ничего не вышло, так как доктору отстрелили руку, за которой цеплялся Симбиот. Таким образом, Коннор потерял руку. Питер из-за костюма становится безумным и нападает на МJ. Она убегает, параллельно Майлз отбивает нападение приспешников. Но человека, которого он спас, из-под тишка вкалывает в него снотворное. Питер не понимает, что произошло, и возвращается в дом Гарри. Также его обнимает отец Гарри, и тот из-за этого ревнует. Также Гарри теряет силы из-за того, что с ним нет рядом симбионта. В это время Майлз пытается сбежать из плена Крейвена, но попадает на арену, где дерется с мистером Негативом. Майлз его побеждает и помогает сбежать ему. Питер находит мистера Негатива, то Майлз держит в особняке на восточной окраине города. Крейвен ловит Питера в ящик, но Питер ломает его. Начинается битва. Питер чуть не убивает Крейвена, но Майлз останавливает его. Майлз побеждает Питера и помогает избавиться от симбионта. Майлз ловит инопланетянина в пробирку. Питер хочет уничтожить симбионта, но ему преграждает путь Гарри. Симбионт разбивает пробирку и сливается с Гарри. Вместе они становятся Веномом. Он сбегает, параллельно громя все вокруг. Веном встречает Крейвена. Между ними происходит битва. Веном убивает Крейвена. В итоге новым злодеем становится Веном. Он пытается захватить город, поражая людей симбионтами. Питер и Майлз спасают всех друзей, параллельно освобождая многих людей от симбионтов. Затем Питер созванивается с МJ, ее похищает Веном. Питер входит в дом, где встречает Гарри. Человек-паук пытается остановить Венома, но тот превращает МJ в симбионта по имени Крик. Но Питер помогает избавить ее от паразита, и МJ приходит в норму. Два Человека-паука пытаются остановить Венома, но приспешники ловят Питера и опять заражают его симбионтом. Мистер Негатив приходит на помощь, они проникают вместе с Майлзом внутрь Питера, и с помощью сил мистера Негатива они подчиняют симбионта. Питер просыпается и становится не черного цвета, а белого, тем самым подчиняя себе симбионта. Веном проникает в лабораторию, он забирает камень, который усиливает его свойства. Затем Майлз предлагает своей немой подруге прогуляться. Она соглашается. Майлз и Питер отправляются в парк, чтобы отвлечь Венома, пока МJ забирает камень, который усиливал свойства Венома. У МJ все выходит. В итоге происходит эпическая битва Майлза и Питера против Венома. Два Человека-паука побеждают, но Гарри умирает. Майлз пытается сделать реанимацию сердца Гарри, и у него выходит. Зло побеждено, Гарри жив, и все встает на свои места. История Человека-паука стала культовой классикой. Историю, которую, как Шекспира, переписывают десятки раз, и все же ты не устаешь наблюдать за различными комбинациями, в которых заложены одни и те же мысли. Игра отличная, также графика и игровые механики работают хорошо. Сюжет нормальный, так как честно, мне уже начинает надоедать смотреть на один и тот же сюжет из года в год, когда вселенная не развивается, а обнуляется каждый раз заново. Как говорит один великий классик из Far Cry 3, ты знаешь, что такое безумие? Да, безумие — это повторение одного и того же. Сюжет опять стоит на одном месте. Да, появился Майлз, но ты уже присыщаешься всем этим и в фильмах, и играх одним и тем же сюжетом. Но игра в итоге получилась очень хорошей. Надеюсь, этот видеоролик был полезен вам. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Всем успехов и пока.